Просветление не покупают голодовкой. Его не добиться через боль. Истина не откликается на крики тела. Она шепчет только тем, кто по-настоящему готов слышать. Сегодня я расскажу, что общего между голоданием и духовным самообманом. Мы поговорим о том, как озарение иногда становится не наградой за страдания, а ловушкой. Как аскезы на пути к просветлению могут привести в дебри иллюзий. Я поделюсь с вами личным опытом 45-дневного голодания. С вами Ашраэлен. Вы на канале, где простым языком раскрываются тайны нашего сознания и мироздания, чтобы лучше познать себя и свою роль в этом мире. Я часто общаюсь с людьми, стремящимися к самопознанию, просветлению и осознанности. И что удивительно, многие из них считают длительное голодание лучшим способом достичь озарения или просветления. Кто-то из них практикует суточные голодания, кто-то выдерживает 3 дня, а некоторые и вовсе решаются на 40-дневный марафон. Кстати, в свое время я и сам поставил личный рекорд — 45 дней полного воздержания от пищи. Об этом я рассказывал в одном из старых роликов. У меня-то начиналась эта голодовка как обыкновенное беснование. Я был не согласен с принятым судом решением. Был не согласен, и было у меня беснование. Волновался и переживал, требовал, чтобы немедленно прекратили все эти инсинуации надо мной. Но, как говорится, то, что я хотел, это одно, а то, что происходило, это другое. И изначально, да, у меня были отклонения со здоровьем, опухали ноги сильно, и все почки болели, и всякое такое. Сейчас я поделюсь своим мнением о голодании спустя почти 20 лет после последнего такого опыта. Голод – не дверь к истине. Это скорее насилие над организмом ради просветления. Но для организма голодовка – это сильный стресс, во время которого он может выкидывать разные фокусы. Представьте, что вы резко отключили электростанцию города. Наступит хаос. Примерно то же самое происходит в вашем теле в время длительного воздержания от пищи. Уже через 24 часа без пищи мозг переходит в режим чрезвычайной ситуации. На 3-й день начинается активный распад жировых запасов. К 7-му дню организм начинает поедать собственные мышцы. На 20-25 день голодания мозг, отчаянно нуждающийся в глюкозе, начинает давать сбои. Нейроны голодают и начинают работать хаотично. Вырабатываются кетоновые тела, природные психоактивные вещества. Оголодавший мозг начинает галлюцинировать. Другими словами, человек переходит в состояние измененного сознания, когда ум перестает контролировать себя. Если говорить не о химических процессах в мозге, а о сути галлюцинации, то происходит погружение в себя. Ты ныряешь в глубины своего подсознания, как в океан. И вот тут начинается самое интересное. Ты можешь увидеть разные образы, картинки, тексты, услышать голоса, точно погружаясь в реальный сон, подобный тому, о котором рассказывал Кастанеда. Но то, что ты увидишь, а самое главное, как это ты интерпретируешь, зависит от уровня развития духа. Если ты не зрел, увидишь лишь свои страхи, фантазии, детские иллюзии или свои представления о мире. Если уже подготовлен и осознан, можешь получить реальное озарение. Разница в понимании, в восприятии происходящего, осознании того, кем ты сам являешься. Например, 2 человека голодают и видят ангела. Один думает: либо я святой, либо ко мне явился ангел с того света. Другой думает, что эта часть его самого пытается ему что-то донести. Поэтому главная опасность голодания на духовном уровне заключается не в том, что увидел в состоянии погружения в себя, а в том, как растолковал. Большинство людей, столкнувшихся с подобными откровениями, уверены, что видели истину, побывали в реальной реальности. Теперь они стали всеведающими, просветленными и точно знают, какова истина на вкус. И более того, они так уверуют в увиденное и растолкованное, что становятся непоколебимыми последователями собственных фантазий, пропагандируя их как истинную истину. Но
Они глубоко ошибаются. Они просто увидели свой мир с непривычной стороны, самого себя вне оценочного суждения, а не абсолютную истину. Насильственные аскезы усиливают внутренний кризис, активизируют эго и могут привести не к прозрению, а к искажению понимания. Голодовка – это не фабрика истины, а испытание, причем не обязательно эффективное и безопасное. Можно использовать полученные откровения для самопознания, если человек готов к этому. А можно заблудиться и до конца жизни не выбраться из темного леса собственных иллюзий. Вопрос не в том, видел ли ты что-то, а в том, что ты вынес из этого. Голодание – это как прыжок с парашютом. Дает острые ощущения и знакомит с демоверсией себя, но не делает вас мудрее, осознаннее, святее или просветленнее. Оно может помочь убрать внешний шум и увести внимание внутрь, но не гарантирует глубинного озарения, если сознание не готово встретить его. Осознанность приходит не через экстремальные практики и не после кратковременных видений, вызванных насилием над собой, а по мере взросления души, через ежедневную работу над собой. Представьте, что будет, если дать ребенку Библию и ждать, что он станет святым. Он может разглядывать буквы, даже вдохновиться, но не поймет сути. Так и с голоданием. Если сознание не зрело, любые озарения искажены. Вы не подниметесь, а, вероятно, наоборот. Упадете. И вместо прорыва получите духовную гордыню. Пройдя путь и пережив личный опыт голодания, я понял. Подлинное озарение не требует усилий. Оно приходит не в муках тела, а в покое ума. Ключ к осознанности. Не в практике, а в зрелости. Голодовка помогает. Но помочь не значит заменить процесс взросления. Созревшее сознание не нуждается в крайних мерах. Оно воспринимает вдохновение естественно, мягко, без травм. Когда сознание созревает, ему не надо ломать себя. Оно просто открывает глаза. Вот, какой вывод я бы сделал сейчас. Голодовка для дисциплины. Это хорошо, если как ритуал. Возможно, но не ждите от него чуда. Настоящая мудрость. Не в пустом желудке, а в наполненной тишиной голове. Озарение приходит не от физических страданий, а от духовной зрелости. Просветление происходит не из-за голодовки, а из-за сознания, из-за мыслей, из-за направлений, которые происходили в этот период времени. Сама голодовка – это постольку-поскольку. Это как признак, какой-то знак определенный был для меня решимости. Понимаете, вот я готов на то, вот чтобы сделать это. Грубо, какая-то определенная решимость. А на самом деле это тоже не нужно было. На сегодняшний день я понимаю, что и та голодовка не нужна была. Решимости я и так, как говорят, принял намерение. Вот, принял намерение добиться того-то, того-то, так-то, так-то. Взялся за это и шел к этому, несмотря ни на что. Несмотря на то, что у меня желудок сводило, там или боли какие-то были, или еще что-то такое, состояние такое никакое. Несмотря на это, все равно шел. Ну, я мог и без этого идти. Но тогда я это не понимал. Тогда мне казалось, что это... Мне тогда казалось, что это я должен был принести какую-то определенную жертву. Жертву Господу. Но на самом деле потом-то я понимаю, что да никому, Господу эта жертва не нужна. Не нужна она ему вообще. Ему нужно, чтобы просто мальчик его, или девочка его, или какое-то дитё его просто приняло конкретное решение идти определенным путем и шло. Несмотря ни на что. А при этом голодает дитё его, или не голодает. А может быть, оно приняло решение обжираться до самого просветления. Да разницы нет. Как бы ни шел. Обжираясь ли, голодая ли, или сидя в бочке с ледяной водой 24 часа, или там 48 часов, или 62, я не знаю, неважно сколько. Или еще как-то, да не имеет значения. Через черный ход к отцу приходят, или через парадную дверь, да не имеет значения. Лишь бы шли. Просветление – это не награда за страдания. Это естественное состояние, когда ум настолько спокоен, что слышит себя настоящего. До встречи в следующих выпусках.
И пусть живая осознанность сопровождает вас на каждом шагу, друзья мои.